Наступила весна. Как обычно, делаю генеральную уборку на веранде. Все мою, убираю, что-то подкрашиваю, возможно. Вот смотрите, заодно вам покажу. Смотрите, какой стул я нашла зимой на мусорке. Я его вам еще не показывала. Хотела сделать отдельное видео по его переделке, ну, улучшению, скажем так. Здесь порвано сиденье полностью. Я купила новую ткань уже. Вот, также здесь отсутствуют подлокотники, которые были, но вот придется что-то такое придумывать, чтобы хотя бы вот эти вот отверстия заделать. У меня нет, естественно, подлокотников, я даже не знаю, какие они были. Ну вот, проект на лето, как говорится. Вот сняла пока ящички, наполнила свежей землей, скоро буду сажать. Вот они у меня висели вот на этой стене, на крючках специальных. То есть вот так вот я вешала, просто здесь просверлила дырочки, и вот так вот на крючках у меня все это висело. То есть прекрасно висит на таких вот дощатых поверхностях. Вот. Также что у меня еще здесь интересного? Ну вот тюльпаны я выкопала недавно. Выкопала прям с горшками я сажала. Если вы смотрите мои видео, то видели уже это. Они у меня прям сидели в грядке вот таким образом. Сейчас я вытащила их, и они начали расти. Также хочу в этом году обновить покраску моего стола. Стол, естественно, немножко выгорел, потому что он стоит постоянно на улице и зимой, и летом. Но зимой я его накрываю, естественно. Вот, но это морилка, она выгорает, это все нормально. Хочу покрыть морилкой еще раз в пару слоев и потом заново нанести трафаретный узор прямо поверх. Ну, трафареты у меня остались, и все это будет восстановлено нормально. Также, что еще я хочу сделать? Вот этот столик у меня остался после стройки, ему уже, я даже не знаю, лет 10 даже больше. Но, тем не менее, он очень удобный. Я к нему полку снизу приделала. Вот. И он также постоянно выгорает. Но его я только крашу обычно морилкой, и все. И делаю какие-то трафаретные узоры краской. Вот сейчас буду то же самое делать. На год хватит, и хорошо. Вот такая вот у меня тут небольшая план мероприятий. Буду все это вот переделывать, отделывать, приводить после зимы в нормальное состояние, и все будет красиво. Сейчас идет такая подготовительная работа везде. На участке убираюсь, дома убираюсь. Покрасила уже сарайчик, который у меня, ну, года 3, наверное, не крашеный, поэтому весь выгорел. Значит, смотрите, что я сделала. Я вообще красила его морилкой на водной основе. Морилка была цвета палисандр. Но, к сожалению, эта морилка закончилась. Купить, честно говоря, жаба давит, потому что цена очень кусается на такую морилку. Но у меня была коробка целая бутылок разных с морилками, разных цветов. Ну, как бы стоят, не знаю, зачем они нужны уже. И что я сделала? Я взяла и провела эксперимент. Я смешала вот в такой пропорции вот эти 3 цвета. Дуб, орех, мокка. То есть вот 2, 2 и 1. Цифры я добавляла по мере проб. И у меня получился практически цвет палисандр. То есть шикарная получилась морилка темно-коричневого цвета. И этой краской я покрасила сарайчик полностью в один слой. Сейчас я вам покажу, что у меня получилось. Так что берите на вооружение. Если у вас какие-то морилки стоят дома ненужные, можно из них сделать новый цвет. И вот смотрите, вот речь была про сарайчик. Как я его красила и как я делала трафареты, вы можете посмотреть в отдельном видео. У меня это все подробно там было. Вот. И вот такой у меня получился цвет из этих вот 3 морилок. Значит, смотрите, совершенно не отличается от палисандра. Абсолютно. Я просто сравнивала палисандр и этот цвет. Но это у меня здесь крышка, которая будет стоять около кондиционеров. Просто я ее тоже красила. Что еще интересно заметить? Я красила прям поверх вот этих вот листиков. То есть все вот это я не нарисовала заново. Это все осталось с того раза. То есть краска акриловая эмаль, подчеркиваю, эмаль. Она сохраняется прекрасно. Вот сколько ей уже лет. Я уже забыла, когда я этот сарайчик-то делала. Вот с тех пор она не выгорела. И прям по ней я красила морилкой, в один слой покрасила. И вот такой получился эффект. Вот эту вешалку я также сняла, покрасила той же самой морилкой. Но здесь я сделала трафаретные узоры заново. Нанесла поверх
предыдущих, какие были, сделала заново, потому что они почему-то здесь выгорели. Но не до конца, конечно, но так частично. И вот такой получился шикарный оттенок. То есть, смотрите, смешивайте морилки. Но, естественно, они должны быть все на водной основе, если вы используете именно водную основу, чтобы все у вас получилось одинаково. И ими вполне можно работать. Здесь вот так же я покрасила. Вот, ими можно работать совершенно спокойно, ничего не выкидывать. Ну, вот теперь следующее у меня будет арка, потому что арку я покрасила. Решила сэкономить, как говорится, неправильной краской. Надо было ту же самую эмаль брать и не мучиться. Но тогда ее просто не было в продаже. Я купила более дешевую. И в итоге сама себе создала проблему, потому что придется перекрашивать все полностью. Вот смотрите, как она себя ведет. Эта краска. Какая-то фасадная краска была дешевая. Вот такая ерунда получается. Точнее 2 года. 2 сезона прошло, и вот так все это облезло. Придется браться и перекрашивать всю арку полностью. И вот опять возвращаемся к этой краске. Вот она, эта краска эмаль моя, которую я красила. Вот опять же, сейчас идет 3-й год. Уже с момента переделки ступенек и вот этой краски нанесения. Вот смотрите, какая она. Ничего не облезла. Это вот так было пошарпано изначально. Вот она вся. Совершенно в хорошем состоянии. Ни одна плитка не облезла. И все прекрасно держится. Мои тюльпанчики, которые выкопаны из клумбы вместе с горшками, я их сажала осенью. Вот такие они уже. Я надеюсь, зацветут скоро. Посадила в этом году поплотнее. Мне там посоветовали девочки в комментариях, что нужно сажать не 5 штучек, а побольше. Ну вот такая получается красивая клумба в горшке. Посмотрим, что будет.
Как вы видели, я покрывала стол сначала морилкой, а потом все-таки решила сделать лаком, которым я уже пользовалась один раз. Но покрывала им просто решетку, там не было особо видно. Слушайте, такой красивый цвет. Я вообще в шоке. Я такого даже не ожидала. Ну, картинка, разумеется, стала блеклая, это понятно, потому что лак тонировочный все-таки. Цвет у лака палисандр, и он обалденный, просто обалденный. Вот всего один слой я положила, вот такая получается красота. Цвет вообще бесподобный. И я покрыла также столик. Ну, он мне такой садовый. Я на нем землю возюкаю и все прочее. И вот эту штуковину покрыла. Она у меня тоже стояла раньше в доме. Прикрывала батарею. Сейчас она вот выставлена на улицу. И ее покрыла тоже. Она просто шикарного цвета стала. Ой, как мне нравится. Шикарный лак. Такой темно-коричневый, такой насыщенный прям. И под плитку подходит даже мне. Вот, значит, здесь еще будут у меня картинки. Здесь они вообще все выгорели. А здесь придется мне еще нанести эти картинки по новой, освежить. Попаду прям по этому узору. У меня остались трафареты, именно эти самые, которыми я делала. То есть освежу белой красочкой, и будет обновленный стол. Расход у лака очень маленький. Стоит он не так дорого. И моментально прям высох. Прям уже по окончанию окрашивания он уже был сухой. Очень красивый цвет. Да, зайка? Скажи, очень красивый цвет. Ты чего пришла? Мы тут гуляем. Покрыла стол лаком, столешницу и вот эти два маленьких столика еще. Но у нас такая погода на улице, что там дубу дашь. На улице в районе нуля, еще и дождь, и снег сегодня пошел. В итоге разобрала стол, потому что все стоит, работа не доделана. Занесла в дом и расположилась на своем вот творческом уголке. Трафареты, с помощью которых я делала изначально вот эти вот картинки, сейчас повторно их использую и нанесу, как и делала раньше, белой краской, освежу столешницу первым делом. Надеюсь, будет хорошо. Ну вот лак все-таки дал вот такой эффект, просвечивается, но, к сожалению, мало. Он все-таки тонировочный. Ну, сейчас обновим, все будет здорово. Также для выхода на улицу у меня готов стул. Про него у меня снят отдельный мастер-класс, отдельное видео, как я его вязала, подробно показывала все детали. Этот стул у меня будет стоять также на улице, на балконе, на веранде. Ну вот там запчасти от стола, вот около стола он у меня стоит. И потеплеет, я сейчас все это выставлю. Ну а кое-кто уже хочет опять гулять. А там дубняк дубняком. Мир, там холодно. Ну иди. Этой вот кошки неугомонной хочется опять на улицу. Кстати, вот смотрите, еще покажу вам еще интересную штуку. Я купила вот эту вот тканевую накидку. Она не ткань, какая-то специальный какой-то материал, не знаю, как называется правильно. Накидка для колес. То есть я поставила колеса, резину от машины зимнюю. И вот купила такую накидочку. Правда, она была длинновата. Мне пришлось ее укоротить, отрезала.
и подшила по новой. И вот, кстати, очень здорово получилось. Что можно добавить еще? Вот здесь я хочу выпилить круглую деревянную такую подставку из фанеры, из толстой, если найду. И также украсить ее вот таким же трафаретным узором, как и на столе. То есть покрашу в коричневый цвет и украшу. И будет такая своеобразная подставка. Потому что у нас такая на улице кака-бяка. Ой, ветер, снег, боже мой. 9 апреля сегодня. Кошмар. Мирочка, пошли домой, а? Здесь кошмар. Пошли домой, здесь очень холодно. И мокро, и вообще караул. Вот ящики уже подготовила, всю землю засыпала, замешала. А сажать, естественно, еще рано, холодно. А здесь у меня уже есть бутончики. Вон они. Бутончики, бутончики. Вон там тоже есть бутончики. То есть скоро зацветут. Но вот эта погода, конечно, подвела. Очень холодно. В работе буду также использовать кисточку трафаретную, вот такую вот маленькую. Ей делать долго, но, однако, получается очень хорошее качество, все получается четко, ровно, и никаких подтеков под трафарет не происходит. Но если, конечно, все делать правильно, то есть не забирать очень много краски. Так, я сейчас начну, чисто покажу, как это все делается. Ну, это все вы, конечно, видели. Но мне надо будет второй рукой придерживать, потому что, может, вот эти вот оттопыренные фрагменты могут подтечь. И я нанесу сейчас сначала тонкий слой, а потом, если потребуется, добавлю еще. Мне надо будет просто поднимать трафарет, будет по ходу дела и смотреть. Я не хочу очень ярко сделать в этот раз, то есть будет немножко поприглушеннее. Но вот для этого мне нужно отсматривать, что у меня получается. Ну, вот сейчас краешек приподниму. Вот. Вот, получается вот так. И этого мне достаточно. Я не хочу делать прям вот белую-белую. Замечательно получается. Все, тогда я продолжаю, состыковываю все вот эти куски трафарета и покажу уже итог. Покрывать лаком после этого я уже не буду, потому что, во-первых, это вот сама тонировка, это лак. Это лак тонировочный. Сейчас я вам еще раз покажу эту баночку. Ну, возможно, вам понравится идея. Вот так он выглядит. Вот, акриловый лак, тонировочный, защита и декор. Вот видите, кстати, написано. То есть у него какой-то есть элемент, который как раз вот работает как лак, и не надо покрывать ничем. Окраска в данном случае, это у меня акриловая эмаль. То есть эмаль, слово подчеркиваю. Эмаль покрывать лаком тоже не нужно. Она уже сама по себе содержит вещества, которые защищаются от стирания или смывания простой тряпочкой. То есть я все буду использовать вот именно эту эмаль. Вот такие весенние работы у меня сейчас идут, потому что сажать что-либо еще рано, на улице холодно, середина апреля даже еще нет. Вот. Ну вот какие-то такие переделки, ремонты и так далее у всех есть, и у меня они в таком виде. Ну вот спустя полчаса я покрасила одну из половинок столешницы. Вот так это все получилось. Очень сложно составлялся вот этот вот узор по краю. Честно говоря, не помню, почему у меня все детали разные оказались. То есть из кусочков я собирала трафарет, но почему-то он очень такой... Сложно было вот сопоставить их. Центральная часть вот такая. Все, сейчас крашу вторую половинку, и стол готов. Можно его собирать уже на улице, пускай стоит. Ну все, столик я обновила. Вот так это все получилось. Но сейчас придется все это дело накрыть какой-то клеенкой, потому что у нас еще и снег пошел. Но я его собрала, все покрасилось хорошо, все высохло. Сейчас накрою, и до выходных, в выходные уже обещают плюсовую температуру и солнечно.